Снова всем привет! Сейчас у меня на столе лежит батарея от самоката HXX7. Полное название я не смог узнать. Ну и в подтверждение того вот модель ее. Никаких больше этикеток, как видите, на ней нету. Но владелец знает, что в ней 6,4 ампера емкость. Я в интернете в том же самом ютубе смотрел ролики, как можно разобрать батарею, не повреждая ее, но так и не смог найти. В итоге я решил записать свое видео. Ну, естественно, я уже батарею разобрал и подскажу вам, как ее можно разобрать с минимальными повреждениями, чтобы можно было ее потом дальше восстановить. Так как некоторые снимали ролики про нее, там ее полностью вообще разбирали, ломали. То есть мы ее ломать не будем, мы ее аккуратно разберем, проверим, протестируем ячейки, посмотрим, что там внутри. Естественно, все покажу. Восстановим ее работоспособность и заново соберем. С этой батареей уже можно проехать не 25 километров, как заявлено было изначально, а где-то уже 10-12 километров. Поэтому она требует ремонта. Но давайте подскажу, как разобрать. Для начала нам нужно будет открутить саморезики, которые находятся по периметру сверху и снизу. Ну, как вы поняли уже, эта ручка находится сверху, за нее мы вытаскиваем батарею из руля. 4 саморезика. Сверху, снизу. Я, естественно, сейчас все откручу, не буду затягивать видео и продолжим. Далее, прежде чем разбирать батарею, вы должны понимать, что внутри она залита силиконом, и он мешает ее нормальному разбору. Давайте для начала, нужно сначала вытащить крышку. Естественно, она сейчас у меня вытаскивается очень легко, как видите. У меня, естественно, для первоначальной разборки ушло больше сил и времени. Я разбирал, честно говоря, ее где-то около 4 часов. Но это так, по секрету всему свету. Далее, вот давайте покажу. Видите, здесь тоже по периметру везде силикон залит. То есть мало того, что он на крышке здесь находится, еще он по периметру, так, это у нас в верхней части. Чтобы снять вот эту крышку, ничего нигде не нужно поддевать отверточкой. Как я вот сделал и оторвал одну, не знаю, как это, лапка называется. Нужно всего лишь просто тянуть за эту крышку. Но учтите, что усилия огромные. Там, наверное, придется за что-то зацепить и стягивать батарею. Ну, давайте сейчас покажу. Вы зацепили и стягиваете батарею руками, то есть рывками. Таким образом только получится оторвать. И постепенно он будет вылазить, вылазить, вылазить и вырвется. То есть силикон отклеится от пластика. Ну и где он там еще к металлу приклеен. Тогда все вылезет нормально. Далее нам нужно будет теперь вот эту крышку как-то изъять. Естественно, это самый тяжелый процесс в данном случае. Чтобы ее поддеть, это не так и просто. Просто отверточкой не получится подковырнуть, так как вы будете ломать пластик. Ну, как бы я тоже начал ломать, но потом понял, что это все бесполезно и не нужно это делать. Что я придумал? Вот, как видите, здесь у меня пластинки разные. Сейчас скажу, для чего они. Первая пластинка, алюминиевая, желательно потолще брать. Как видите, она у меня даже прогнулась. Толщина где-то, ну, наверное, миллиметр 2,5, может быть 2. Я ее ложил в эту часть, чтобы она у меня как опора была, которая будет создавать давление с нижней стороны. Использовал вот такую медную пластинку. Ну, в принципе, можно использовать и гаечку М3. Но я использовал пластину из-за того, что у нее, ну, это от какого-то радиатора, из-за того, что у нее здесь отверстие с резьбой М3. Соответственно, его тоже нужно будет, ее пластину, положить сюда по центру. Почему нужно вставлять именно гайку М3? Потому что у нас зазор между нижней и верхней пластиной получается где-то около 2 мм. И туда вмещается только гайка М3. Но если опять-таки использовать железную пластину, которая будет давить в батарею, то в принципе можно толщину взять меньше и использовать гайку, допустим, М4. Тогда будет меньше вероятность, что резьба на гайке сорвется. И сделал вот такой вот, не знаю как это, восьмиугольничек. Все это положить нужно будет ровно по центру. Естественно, эту верхнюю пластинку. И сейчас покажу. Как видите, здесь у меня отверстие. Вам вообще его нужно сверлить где-то на М3. Но из-за того, что у меня здесь такая пластинка, диаметр здесь больше, естественно, я высверлил отверстие тоже немножко больше. Вот как видите, оно вставляется и не ерзает. Складываем все это вместе. Ровненько, чтобы лежало по центру. Берем наши саморезики, которые мы выкрутили, и начинаем их вставлять
уже в эти отверстия. Сейчас я подготовлю и покажу, как у меня получилось. Вот таким образом завинчиваем саморезики. И у нас получается пластина, через которую можно создавать давление. Потом вкручиваем винт М3 где-то длиной сантиметров 15-20 отверткой там либо пассатижами. И таким образом мы создаем давление уже на ту толстую нижнюю пластинку. У нас постепенно начинает выдавливаться вот эта крышка. По чуть-чуть она выдавливается. Сейчас она не вдавливается, потому что давления нету, а я уже просто подцеплю. И когда она у вас будет постепенно выходить, вы подсовываете отверточку какую-нибудь, желательно широкую, чтобы можно было максимально не такой ширины, как у меня, а побольше. И постепенно начинаете поддевать, то есть помогаете вылезти крышки с этой стороны, с этой. Здесь вот можно немножко углубление есть. И опять подкручиваете винтик. После того, как там немножко вылезло, подкручиваете, насколько получится. Снова поддеваете. Она у вас тоже опять немножко вылазит со всех сторон. Вы это потом увидите, что она у вас вылазит. Еще раз подкручиваете. И вот таким вот способом нужно будет делать до тех пор, пока у вас крышка, точнее силикон, не оторвется и она не вылезет. В итоге вот она вылезла у нас. И давайте я вытащу саму батарею. Батарея, как видите, вылазит отлично, без проблем. Ничего нигде пилить и сверлить и резать не нужно. Сейчас все покажу. Вот она вылезла, не цепляется, ничего, все нормально. Убираем сейчас все лишнее, корпус, все остальное. А, да, забыл сказать. Когда вы будете батарею вытаскивать, нужно будет силикон подрезать. То есть я использовал приблизительно вот такую пластинку. Ну, это лента для аккумуляторов, чтобы сваривать их. Нужно будет прорезать силикон по периметру, отрезать его, чтобы он не держал батарею и можно было хорошо вытащить. Вы просто просовываете, куда пролазит, и потом постепенно начинаете вот так вот ну, прорезать, так скажем, по чуть-чуть. По всему периметру, то есть по всей окружности. И с этой стороны, когда вы крышку с разъемом с вот этим вот вытащите, тоже нужно будет постепенно, это тоже силикон. И также его нужно будет аккуратно прорезать, чтобы ничего нигде не повредить. Аккуратненько прорезаете и вытаскиваете. Да, еще что хотел сказать. Для чего использовать вот эту толстую пластину? Можно, в принципе, из железа, но тоже толщиной хорошей. Чтобы не продавить в этой нижней части наши аккумуляторы, если мы продавим, ну, неважно в какой стороне, они могут там замкнуться пластины в аккумуляторах, и не дай бог они могут загореться. Поэтому нам нужно использовать желательно потолще пластинку. Вот у меня здесь алюминиевая, она справилась. Ну, как бы я изначально и полагал, что она может так продавиться. Но в итоге все хорошо было. И честно признаюсь, я еще даже не измерял. Я только открыл, разобрал. После долгих часов мучений порадовался немножко и на этом остановился. Давайте я ее сейчас пока разберу. Потом посмотрим состояние наших ячеек. Тут вот защелки, нужно аккуратненько отверточкой поддеть. Все хорошо открывается. Так, ну и вот они, наши ячейки. Сейчас покажу. Тут даже емкость прописана. Ага. Емкость заявленная получается у нас 2,5 ампера. Вот так вот. То есть общая 5 получается. Так, ну и давайте я сейчас постараюсь разобрать. И тоже покажу БМС и все остальное. Вот, разобрал я батарею. Все готово. С контактами, с вот этими вот потом разберусь, что они, куда идут. Походу они только включают, либо выключают БМС-ку. Так, БМС-ку у нас разбирается. Ну давайте ее тоже сейчас раскручу. Угу. Вот она, БМС-ка наша. В принципе, тут ничего сложного нет.
Все контакты подписаны. В общем, эта микросхема мне знакомая. У нее порог отключения где-то 2,7 вольта на секцию. То есть получается это губительное напряжение для нашей батареи. Но что делать? Что поставили, тем и пользуются все. Так, это транзистор у нас. В общем, такая красотишка. Шунты даже без обозначения. Надо просто перевернули, чтобы не видно было сопротивления. В общем, вот такая штука. Ну ладно, давайте проверим сейчас ячейки. Начнем с минуса, то есть самые первые ячейки. 14 миллиом, 3,8 вольта. 14,5 миллиом, 14,4. 14,4 держится пока. Да, все в норме. Угу. Так. И последнее. Ну, в общем, сопротивление во всех ячейках где-то 14,5 среднее. На 10 умножаем, получается общее внутреннее сопротивление батареи где-то 145 миллиом. Ну, сейчас я это и замерю. Угу, ну, чуть-чуть я ошибся. 138,7 миллиом. Так, ну а теперь мне осталось ее зарядить. Зарядить здесь очень просто. Владельцы знают, что здесь просто подсоединяем разъем зарядки. И все, оставляем на некоторое время. Заряжу и потом проверю на оставшуюся емкость, сколько она может отдать в данный момент. Но, судя по истории болезни этой батареи, скорее всего, уже тут ячейки начинают постепенно умирать одновременно, и их нужно менять. Ладно, это мы потом решим, что с ними сделать. Пока только заряжаю. Разрядил батарею, проверил на емкость, зарядил ее и отбалансировал, так как был хороший разброс в секциях. Сейчас вы видите картинку, сколько там емкости получилось. Получились честные 5 ампер-часов. Ну, исходя из этих ячеек, они выдали ровно столько, сколько и должны выдавать. Но я выяснил, почему батарея стала разряжаться быстрее, естественно, отключаться. Сейчас покажу. В батарее стоят датчики температуры. Ну, сейчас расскажу про них. Тут, по сути, вообще один был датчик температуры. Они вставляются вот в это отверстие между секциями, ну или между ячейками. И один подсоединяется вот сюда, заводится провод. Я надеюсь, видно вот здесь. А второй идет сюда. Но потом выходит на разъем. О нем тоже чуть позже расскажу. В итоге батарею я стал разряжать током где-то 3 ампера. Она постепенно нагревалась, и к концу разрядки она очень сильно была горячая, то есть где-то градусов 60. Датчиком температуры я замерил. То есть эти ячейки уже, так скажем, постепенно выходят из строя. То есть у них повышается внутреннее сопротивление. Возможно, емкость была не 5 ампер, а может быть 5,5. Обычно не 2,5 ампера емкость у хороших ячеек, она даже чуть-чуть больше. Там может быть 2,55, у некоторых даже 2,6 бывает. То есть она изначально батарейка хорошая, но постепенно она начинает, так скажем, деградировать большими токами, когда ее перегружают. Также хотел сказать про второй датчик температуры, который по идее здесь должен стоять, но на самом деле это пустышка была. Ну, как видите, тут и проводки есть, и на конце капелька из, не знаю, какой-то смолы, наверное, эпоксидной. Я расковырял, никакого термистора я здесь не обнаружил. Просто провода, видимо, макнули в эту смолу и застыла она. В итоге подключалось все это дело вот сюда. И один из выводов выводился вот на вот этот разъем. А второй конец у него цеплялся на минус батареи. Прямо вот на минус, если посмотреть по схеме, как соединялось. И, видимо, выводилось через минус мощного разъема. Соединялось как-то. Ну, в общем, я заменил его на нормальный рабочий. Сейчас у него сопротивление где-то около 10 килоом. То есть, ну и как у первого, который здесь стоит.
В итоге, что выяснилось про наш датчик температуры, который был фикцией? В итоге, действительно, он был фикцией, и после того, как я заменил, и батарея стала на свое место, то при включении сразу отображаться стал индикатор температуры. То есть, изначально его не было, но теперь у нас все заработало. Так что все я сделал правильно, и если у кого тоже такая проблема наблюдается, можете самостоятельно доработать вашу плату БМС. И да, схему я сейчас на этот разъем прикладываю, вы можете посмотреть. Я изучил, что тут да как. И выяснил еще следующее. Тут есть перемычка так называемая, то есть можно вот эти два верхних перемкнуть. Здесь они у нас идут два беленьких провода, если не ошибаюсь. Нет, два красных, вот они идут. Подходят вот именно на крайние, ну или как крайние, с минусовой стороны два вот этих. То есть мы их замыкаем, и у нас появляется здесь нагрузка. Если мы их размыкаем, соответственно, нагрузки нет. Ну, давайте сейчас покажу, чтобы было наглядно. И, кстати, в качестве перемычки я буду ставить вот такой светодиод. Что будет удивительно, но он, кстати, работает отлично. Я ставил изначально резистор на 1 кОм, но и этого тоже будет вполне достаточно. Так, вот я подсоединил. Показывает напряжение 36 вольт, но это не то напряжение. Давайте я тут подготовил уже диодик. Сейчас мы его тут воткнем. Все, диод у нас стоит. Он, кстати, не светит, потому что там токи очень маленькие, там микроамперы, только для срабатывания полевых транзисторов. Ну и давайте померим напряжение на самой батарее. Так, у нас 41-45 показывает. Так, и здесь у нас тоже 41-45. То есть напряжение абсолютно одинаковое. Вот так вот включается наша батарея. Ну и в общем мы с моим приятелем решили сделать дополнительную батарею, повесить на руль самоката в сумочку. Сейчас я приложу фотографию, какая батарея у нас уже получилась. Она еще пока не собрана, не готова, но уже я измерил емкость. Какая у нас там получилась? Получилось где-то 8, ну почти 8,8 ампер час. Это очень хороший показатель. Также на ту батарею я уже поставил балансировку, она уже работает, все нормально. На зарядном устройстве я выставил напряжение ровно 42 вольта. Этого тоже вполне достаточно. Кому помог разобраться, как разобрать вот эту батарею, ставьте обязательно лайки. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. У меня еще много необработанных видосиков, скоро буду постепенно выкладывать. Также заглядывайте в описании под роликом, нажимайте кнопку еще, там будет очень много ссылок на разные батарейки, на инструмент для работы с батареями. Ну и кто уже разбирал вот эту батарею, как ее разбирал, напишите, у кого как получилось, будет интересно почитать комментарии. Так, ребят, на этом еще не все. Я тут разобрал контроллер. Мне он нужен для того, чтобы понимать, как подпаивать к нему дополнительные провода, точнее провода для дополнительной батареи. Ну, в принципе, я выяснил, тут вот плюс и минус. Всего лишь так к этим контактам нужно будет подпаяться. Наверное, с обратной стороны здесь удобнее будет. Плюс и минус перед шунтом. Шунт, кстати, на 2 миллиома, если видно. Так, ну и что я еще хотел сказать. Помните, я говорил про перемычку на самой батарее? В итоге выяснилось, что здесь действительно просто перемычка. Сейчас постараюсь показать. Вот здесь два проводка, они просто оловом вместе спаяны капелькой. То есть это вот перемычка, никаких сопротивлений, ничего нету, никаких мудренностей тут тоже нет. Просто батарея, когда вставляется, сразу замыкаются два контакта и сразу подается питание на контроллер. Так, ну давайте еще покручу, поверчу. Запутать хочу. Что у нас тут еще есть? Кому что может пригодиться, понадобится, не знаю. Может, кому интересно будет. 6 транзисторов на 3 фазы. Что у нас еще? Конденсатор. Ну, с этой стороны вообще ничего нет. Индуктивность от какого-то понижающего стабилизатора, видимо, на 5 вольт. Ну, в принципе, все. Так, да, вот видите, белый проводок, он идет, кстати, от датчика температуры. Так что я правильно сделал, что я поставил нормальный датчик температуры. Вот он подходит сюда куда-то, куда-то сюда, но не подписан. Видимо, с обратной стороны он подписан. Но нам это не суть, главное, он теперь живой и на месте. Ну, в общем, на этом теперь точно все.
Не забывайте про лайки, комментарии, подписаться с колокольчиком. Ну и всем пока, удачи!